Привет из Питера! Сегодня мы с вами будем гулять по Невскому проспекту. Я составила для вас готовый маршрут по основным достопримечательностям. Все они находятся на Невском проспекте или рядом с ним. Маршрут очень простой, поэтому с ним справится турист любого возраста. Используйте мое видео как готовый путеводитель. Начнем мы от площади Восстания. Пойдемте! На площади Восстания расположены важные достопримечательности Санкт-Петербурга. Историческое здание гостиницы «Октябрьская», наземный павильон станции метро «Площадь Восстания». В центре установлен обелиск городу-герою Ленинграду. А самое важное здание в этом месте – Московский вокзал. Именно сюда прибывают пассажиры из многих городов. Московский вокзал был построен в XIX веке, а сегодня он входит в тройку самых загруженных в России. Ежедневно через него проходит до 15 тысяч пассажиров. Сделайте несколько фото на площади Восстания и направляйтесь по Невскому проспекту в сторону Аничкова моста. Многие путеводители предлагают классический маршрут по Невскому проспекту от Адмиралтейства до площади Восстания. Я советую пойти наоборот, чтобы все достопримечательности шли по нарастающей. В описании под видео я оставила для вас готовый маршрут. Невский проспект и его культурно-архитектурный ансамбль входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он относится к исторической части Петербурга и считается его сердцем. Протяженность Невского проспекта составляет примерно 4,5 километра. Он тянется от Адмиралтейства до Александра Невской лавры. Невский проспект пересекает 3 водных артерии. Вот и первая – река Фонтанка. Она протекает через центральную часть Санкт-Петербурга. Через нее переброшено 15 мостов, старейший из которых – Аничков. На набережной Фонтанки расположены многочисленные достопримечательности. С Невского проспекта виден только дворец Белосельских-Белозерских – роскошное розовое здание XIX века в стиле необарокко. Главное украшение Фонтанки – Аничков мост. Он знаменит скульптурной группой украшения коня человеком. Отправляемся дальше. Следующая остановка – дом купцов Елисеевых. Знаменитый магазин деликатесов на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы был открыт в 1904 году. Слава о нем тут же разлетелась по всему Петербургу. Это место стало символом роскоши. Дом Елисеевых работает и по сей день. В него стоит зайти, чтобы полюбоваться роскошным убранством и купить изысканные угощения. В этом же здании сегодня работает театр комедии имени Акимова. В шутку его до сих пор называют театром в гастрономе. Представления здесь давали еще во времена расцвета дома Елисеевых. Предполагалось, что гости будут наслаждаться зрелищем, а затем общаться и отдыхать, наслаждаясь изысканными блюдами. А прямо за углом вас ждет еще одно интересное место – Малая Садовая. На Малой Садовой улице установлена вот такая скульптура, шар и фонтан. Считается, что нужно стать к ней спиной, бросить монетку, посчитать, на какую ступеньку она упала, и столько раз прокрутить шар. В это время нужно загадывать желание. Монетку я бросать не стала, не нашла монетку, но шар покрутила. Думаю, сбудется. А теперь идем искать 2 небольших скульптуры. Одна находится на доме номер 3, другая на доме номер 8. Это скульптуры котов. Кот Елисей и кошка Василиса.
Согласно одной из версий, скульптуры посвящены котам блокадного Ленинграда, которые спасли город от нашествия крыс. Однако единого мнения на этот счет нет. На противоположной стороне от Малой Садовой улицы, прямо у Невского проспекта, разбит пышный зеленый сад. В нем установлен памятник Екатерине II. Его воздвигли в 1873 году. Скульптурная композиция изображает Екатерину Великую в окружении выдающихся личностей эпохи ее правления. За спиной императрицы расположен Александринский театр, один из старейших в России и первый в Петербурге. Он был основан как императорский более 260 лет назад. Современное здание Александринского театра было построено в 1832 году по проекту Карла Росси. Его венчает роскошная квадрига Аполлона, древнегреческого покровителя искусств. С 1832 года театр стал называться Александринским в честь Александры Федоровны, супруги Николая I. На протяжении всего XIX века он был флагманом театральной жизни столицы. Можно сказать, что на его сцене рождалась история русской театральной культуры. Наша следующая остановка – Гостиный двор, первый крытый рынок Петербурга. Он работает более 200 лет. Здание Гостиного двора построено в форме неправильного треугольника и занимает целый квартал. Его периметр составляет более 1 километра. Когда-то это место было центром городской жизни и столичной моды. Вдоль торговых рядов гуляли все, от высокопоставленных лиц и известных писателей до студентов и бедных художников. Сегодня внутри по-прежнему ведется торговля, только уже не такая бойкая, как в прежние времена. Продают в основном сувениры. Рядом с Гостиным двором находится здание городской думы – Красная башня с часами. Его венчает необычная конструкция – остатки оптического телеграфа. Его линия была самой длинной в мире и тянулась от Петербурга до Варшавы. Отсюда передавали световые сигналы в императорские резиденции. Однако от этой системы со временем пришлось отказаться, так как сигналов все равно обычно не видели из-за частых дождей и туманов. Далее вам нужно перейти дорогу и прогуляться по Михайловской улице. Она приведет на Площадь искусств. Историческая площадь Петербурга включена в список всемирного наследия. В ее центре установлен памятник Пушкину. Площадь объединяет архитектурный ансамбль из 12 зданий, построенных Карлом Росси и другими архитекторами по его проектам. Среди них Михайловский дворец. Внутри расположен знаменитый русский музей, в котором стоит побывать отдельно. Рядом с Михайловским садом, прямо на берегу канала Грибоедова, расположен храм Воскресения Христова на Крови. Его возвели на месте гибели императора Александра II. Спас на Крови построен в псевдорусском стиле. Обратите внимание на сходство петербургской достопримечательности с Московским собором Василия Блаженного. Зайдите внутрь, чтобы полюбоваться уникальной мозаикой. Цена входного билета в Спас на Крови – 450 рублей.
Одна из главных достопримечательностей Невского проспекта – Казанский собор. Он построен в стиле русского классицизма архитектором Андреем Воронихиным в начале XIX века. Главная святыня храма – чтимый образ Казанской иконы Божьей Матери. Кроме того, Казанский собор посвящен победе России над армией Наполеона. Внутри вы увидите трофеи и могилу генерала-фельдмаршала Кутузова. Вход в Казанский собор бесплатный. Пройдите немного за Казанский собор по каналу Грибоедова. Здесь вас ждут знаменитые грифоны. Согласно легендам, эти существа являются лучшими стражниками золота. Именно поэтому их установили на Банковском мосту, который вел к воротам Ассигнационного банка России. Сегодня в этом здании находится Институт экономики и финансов. Погладьте любого из грифонов по крыльям, одновременно загадывая желание. Оно обязательно сбудется. Вернитесь на Невский проспект. Напротив Казанского собора вы увидите красивую башню со стеклянным глобусом наверху. Здание было построено в начале 20 века для компании Зингер, производителя швейных машинок. В 1922 году Зингер покинул Россию, а на его месте открыли главный книжный магазин Петербурга – Дом книги. В 2022 году его закрыли по техническим причинам. Во время прогулки по Невскому проспекту заверните на Большую Конюшенную улицу к дому номер 25. Здесь расположена историческая пышечная 1958 года. Закажите пышки и кофе с молоком. Вы точно останетесь довольны. Следующая остановка – река Мойка. Через нее перекинуто 3 цветных моста – красный, зеленый и синий. Зеленый находится на Невском проспекте. Первое название Мойки – река Мья, от ижорского «муя» – «грязная». Достаточно взглянуть на ее воды, чтобы понять почему. Рядом расположено знаменитое литературное кафе «Кондитерская Вольфа и Беранже», в котором любили бывать знаменитые писатели. Именно отсюда Пушкин отправился на последнюю дуэль. Кафе работает и по сей день, поэтому вы можете его посетить. Идем к важнейшей достопримечательности Невского проспекта. Это Адмиралтейство. Лучшие фото получаются через фонтан в Александровском саду, прямо перед ним. Изначально Адмиралтейство строили как верфь. Чертежи проекта были подписаны лично Петром I. Обратите внимание на шпиль Адмиралтейства. Кораблик на его пике входит в список исторических символов Санкт-Петербурга. Согласно одной из легенд, в позолоченном шаре под ним Петр I спрятал послание потомкам. А вот и последняя точка нашего маршрута. Сквозь арку главного штаба вы перейдете с Невского проспекта на Дворцовую площадь. Это главная достопримечательность города. В ее архитектурный ансамбль входят памятники истории и культуры, взятые под охрану ЮНЕСКО. Главные объекты Дворцовой площади, за исключением Эрмитажа, символизируют победу 1812 года. Вес Александровской колонны, установленной в центре площади, составляет 600 тонн, а высота 47,5 метров. Любопытно, что ее фундамент не врыт в землю, она держится за счет собственного веса. Фасад здания главного штаба считается самым длинным в мире и составляет 580 метров. Триумфальную арку генерального штаба украшает 10-метровая колесница с 6 конями, которую управляет богиня Победы Ника. Зимний дворец занимает 9 гектаров земли и имеет около 1500 помещений.
Внутри расположена картинная галерея музейного комплекса «Эрмитаж». В нем более 3 миллионов экспонатов. Для сравнения, в Лувре их около 300 тысяч. Закончить прогулку по Невскому проспекту стоит посещением Эрмитажа. Рекомендую заранее купить билет онлайн, чтобы не стоять в гигантской очереди. В описании под видео оставлю для вас ссылку на бронирование. Я надеюсь, вам понравился мой маршрут по Невскому проспекту. Если да, поддержите меня лайком, я очень постаралась. Делитесь в комментариях своими любимыми местами в Питере. И обязательно подпишитесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков. Пока!